Всем привет, уважаемые друзья, мои любимые люди. Здесь для вас расклад на тему «Стоит ли его ждать?». Расклад будет на игральных картах и картах Таро вместе. Вот эта колода Джейн Остин, она действительно впитывает в себя все старшие арканы и младшие арканы, а также игральные карты. Поэтому здесь информации много. Стоит ли ждать мужчину, который вас сейчас волнует, тревожит, вы его любите и не любите одновременно, потому что если он заставляет себя ждать, что-то здесь не так, он вами, наверное, пользуется, потому что те, кто нас любит, не заставляет нас ждать. Но, тем не менее, мы посмотрим, это карты лучше знают меня, потому что карты именно с вами будут резонировать, так как вы их будете чувствовать. Итак, стоит ли его ждать? Первая, самая главная карта, она закладывает фундамент всему. Смотрите, это карта Иерофант. Он медлит по каким-то своим скрытым причинам. Иерофант неплохая карта в этом случае. Она говорит, что он, скорее всего, не с кем, он один. И как один? Он один и с вами одновременно. Знаете, вот на этой карте изображено что? Вы играете на фортепиано. Фортепиано имеется в виду, у вас свои мысли, да, вы у себя в своем мире рассуждаете, может быть, сейчас вот с картами рассуждаете на эту тему, а он у себя в мыслях. То есть вы у себя в мыслях, а он у себя в мыслях. В принципе, вы вместе, но вы каким-то образом отвернулись друг от друга здесь. И он рассуждает о чем? Может быть, он хочет найти свою дорогу в жизни, может, он хочет разобраться в своей голове, сам собой. Но он не исключает вас и свои мечты, потому что вы в розовом цвете, а розовый цвет – это цвет мечты. Он не исключает вас и свои мечты. Также это пятерка бубен. 5 – это переход, всегда пентаграмма, переход – это развитие отношений. Всегда нечетные числа, они позитивные, они предполагают развитие. Отношения будут развиваться. Стоит не просто ждать, а стоит знать, что впереди вы будете вместе и жить своей жизнью, потому что вы здесь живете своей жизнью. Вы играете на фортепиано, это метафора, да, о том, что вы занимаетесь своими делами. Тем более игра на фортепиано – это как бы в кайф. То есть здесь намек: делайте то, что вам приятно. Вы в розовых мечтах у него, это точно. Он такой, думает, что он рассудительный, сам собой рассуждает, может, он где-то самодур немного. Я хочу сказать, даже самый добрый мужчина, уже мой Николай, уже святой ангел, но он все равно иногда включает вот этого мужского самодура. Любой мужчина немножко самодур, его вот эта функция мужская, она предполагает это, да. Где-то он находится у себя в мыслях, но вы у него в мечтах. Стоит ли его ждать? Следующая карта. И эта карта «Отшельник», 2 старших аркана, характеризует вашего суженого ряженого. И он здесь и отшельник, и иерофант. Если мужчина, у вас еще нет его, вам вот такой встретится рассудительный, умный, деловой, предприимчивый, голова, да, в голове у него много чего происходит, умная голова, можно сказать, да, ничего, неплохо, умный человек. Отшельник, на ваш вопрос, с другой ли он, отвечает: нет, конечно, с какой он другой. Он ищет свой внутренний свет, он ищет свою идею, он ищет свою жизнь, он где-то в потемках. Раз ему нужен вот этот свет, вы розовый свет, он вас не видит, он ищет какой-то свой розовый свет. Вообще, на самом деле, каждый человек, в принципе, должен себя искать, да, даже в паре. Интересен нам тот, кто развит. В смысле, как развит? Все люди развиты, имеется в виду, развивает свой жизненный путь, потому что у каждого жизненный путь интересный, развивается, но иногда человек или сзади остается, или параллельно идет, если мешают другие люди, сбивает с пути. Но я здесь вижу, что его с пути не собьешь, он как скала, в своих мыслях пребывает часто. Иногда мужчина живет в голове вот такой, да, он не живет в натуре, в природе. Вы у него розовая мечта, вы есть у него, вот, пожалуйста, живи, наслаждайся. А он все-таки беспокойный, просит бури, как будто в буре есть покой. Так, по-моему, Лермонтова или что-то такое. То есть вот его мятежная душа просит бури. И эта его мятежная душа выражается в этой латерне, которая у него магическая латерна.
И в этой магической латерне у нас Сириус, самая яркая звезда. То есть он хочет найти свою звезду. Может быть, в работе, в профессии, реализовать себя. В принципе, он правильно делает. Каждый человек, который реализует себя, он очень интересен. И поэтому, кстати, вы его, может, любите, что он такой интересный человек. Если у вас был вопрос, ревность, такое все, я не вижу здесь другой женщины. Я вижу, что мужчина вообще знает, что вы все равно с ним будете. Вот это тоже, знаете, здесь немножко есть такой негатив, что он видит, что вы никуда не денетесь, он может рассуждать, там жить для себя, а вы никуда не денетесь. Вы знаете, не ждите его, живите своей жизнью, чтобы у него не было такого ощущения, что вы никуда не денетесь, что вы только ради него живете. Как бы ублажаете его музыкой своего фортепиано, даете ему возможность порассуждать о жизни, там, и так далее. Здесь метафора музыка фортепиано имеется в виду, что вы бытовые вопросы все решаете сами. Ну, потому что, прямо скажем, у вас лучше получается, да, поэтому вы и решаете их сами. Но я скажу, что даже если у него хуже получается, пусть он тоже что-то решает. Извините, здесь звук, конечно, это город, но такая жизнь. Итак, король пиковый. Король пиковый – это новый мужчина. Новый мужчина, который холостяк. Или старый холостяк вам встретится, или же это мужчина, с которым вы давно, но он ведет себя как холостяк. То есть он не принимает участие в бытовых делах, он как бы выше этого всего. И это нехорошо, если это так. Приучайте его к тому, что равноправие теперь, где-то так. Для девочек, у кого нет партнера, вы вот на какой-то вечеринке или случайно встретите мужчину. Пиковый король – это мужчина интересный, который умеет так масштабно мыслить. Вот эти все три карты вместе. Мужчина умеет масштабно мыслить. Пиковый король – это достойный человек, серьезный. Кстати, пиковый король ведь у нас еще комбинируется вместе с картой император. Это такие классные карты, я их обожаю. Просто обожаю, они такие информативные. Он еще и император у вас, то есть заступник, защитник, который может оградить вас от перипетий судьбы. Женщине теперь современной на таком, знаете, чисто женском фоне нужно чувствовать, что мужчина это плечо подставит. Может, ему и не нужно будет подставлять плечо, но у вас ощущение должно быть, что есть мужчина, который подставит плечо. Это, кстати, учеными доказано, что это для нас, женщин, полезно иметь такое ощущение. И здесь император, отшельник, иерофант. Слушайте, все мужские карты, 3 мужские карты. Подставит плечо, если нужно будет. Ну, не нужно будет, в общем-то. Ну, хорошо, что есть такое ощущение, что он готов. Вот он готов, всегда готов подставить плечо. Ну, что-то здесь такое делается у нас. Еще я не сказала отшельник, здесь 9 бубен. Бубен – это радости, это быт благоустроенный, устроенный быт, когда в быту все хорошо, когда у вас есть средства на все. Бубен – это очень хорошая масть. Это масть денежная, финансовая. Для счастья нужно ощущать себя, что все, сытая жизнь будет. Да? Вот такие пары реже ссорятся, потому что иногда ссоры бывают как вторичная какая-то выгода. Связана она с тем, что вот кому-то выгодно, бесом денег, бесом бедности, вот выгодна ссора. Это очень часто бывает, что именно бесом бедности выгодна ссора. Люди иногда ссорятся из-за денег по этой причине, потому что без бедности у тех людей, которые, ну вот, кризис финансовый и боятся, что будет всегда очень плохо. Но я вам по этому раскладу скажу, 9 бубен – это полнота денежная. Здесь четко у вас, в вашей паре будут деньги. Вы не должны ссориться из-за денег. Бесов бедности можно прогнать, сказать им: слушайте, уходите, вышла 9 бубновая, отшельник, деньги будут всегда. Смотрите, эта карта книги называется. Здесь как вот немножко такой есть налет ленорманиста, что ли, в этих картах. Книга, видите, книга, карта книга, много книг, это стопка книг. И это 10 треф. Трефа масть деловая и семейная, потому что семья – это тоже деловые отношения в семье, это лучше, чем эмоции. Поэтому трефовая масть – это деловая масть, и это масть семейная. 10 – это новый виток. То есть, например, если вы не были женаты, сейчас женитесь. Если вы были женаты, но жили
в плохих бытовых условиях, условия улучшатся. То есть 10 – это переход, это новый уровень, а трефа – это деловая масть. То есть ваши отношения, они будут более сбалансированными, более уравновешенными, и не будет больше у вас ссор. Это очень хорошая карта. Но десятка треф – это десятка жезлов. Все, своя ноша не тяжелая, другими словами. Да, несем все в дом, и дом будет полная чаша. Понимаете, я вижу, что именно этот мужчина вам был по судьбе. Поэтому его стоит, наверное, ждать. Ну как в смысле ждать? Вот так ждать, только ждать – это всегда плохо, потому что когда человек чего-то ждет, он не живет это время. Он как бы отрезан от жизни, потому что есть такие, опять же, бесы ожидания, которые мешают даже дыханию. Человек как бы затаивает дыхание, чего-то ждет. Это очень плохо для вообще всего организма, особенно физического. Потому что когда человек плохо дышит, у него идет очень слабое снабжение кислородом всех органов, и это может привести к тяжелым мыслям. Вот я вам скажу, как гомеопат, что плохие мысли, они зависят вот от таких: бесы ожидания, бесы бедности, неправильное питание, неправильный режим дня. От этого зависит тоже, потому что мне люди иногда пишут безысходность. Если у вас безысходность, начните с того, что всех этих бесов убирать, то есть улучшать свой режим, распорядок жизни. И вам будет легче дышать, тогда вы сможете двигаться вперед. Но мужчина по судьбе. Знаете, у нас, я вам скажу как астролог, у нас у всех есть вот какая иерархия, кто нам по судьбе. Самый 100% по судьбе, потом идет вниз, и так может быть до 100 тысяч людей, которые могут вам быть из 8 миллиардов по судьбе. Понимаете? Вот. Но этот мужчина где-то на самом верху иерархии по судьбе. Так что может вполне быть, что вы будете с ним очень-очень счастливы. Совет. Бубен, восьмерка. Ну, восьмерка – это вообще исполнение желаний. Восьмерка бубен – это восьмерка тоже пентаклей. Это когда все так хорошо, и все так правильно, и все идет еще к лучшему. И здесь, вы знаете, с подружкой вы вышиваете. И это намек на работу. Вот не ждите мужчину, а здесь вы играете на фортепиано, вышиваете. Это же все метафоры, заниматься тем, что вам в кайф, что вам интересно. Для бизнеса, для любви, для бытовых каких-то удовольствий, для семьи. Занимайтесь тем, что вам в кайф, что вам интересно. И время пройдет, и все уляжется, устаканится, и вы будете счастливы с ним. Вот здесь вы вышиваете с подружкой. Это имеется в виду какой-то бизнес, какие-то дела, какая-то работа, и домашняя работа, и на предприятии. Занимайтесь вот этими вещами, потому что эти вещи для вас будут очень даже полезны. Давайте я еще возьму. Вы знаете, я сделаю в конце фотографию этого расклада и прикреплю ее к раскладу, чтобы вы их могли еще раз посмотреть на них, подумать о них. Но это валет червовый. Мужчина хлопочет. Он хлопочет, смотрите, он ищет вас. Вот видите, если вы даже еще не знакомы, здесь он вас ищет. А если поссорились, он ищет возможности примириться. Ну так понятно все. Он с этой латерной вас ищет. И здесь валет – это всегда хлопоты. А червовый валет – это червовые хлопоты. Это хлопоты любовные. Так что он хочет выйти с вами на связь. У него какие-то любовные хлопоты о вас. Так что будет встреча, будет продолжение отношений. И, конечно, стоит вам планировать. Ну а также все, что я сказала в этом раскладе. Я хотела сделать экспресс-расклад, поэтому, надеюсь, вам это подойдет. И мне в вашей компании всегда просто в кайф. Я надеюсь, что и вам со мной не скучно, а значит, мы скоро еще обязательно с вами увидимся. Всем желаю счастья, любви и благополучия. До новых встреч, друзья!